Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду, с 21 по 31 января. Узнай будущее. Чего ждать, мои дорогие, в эти 10 дней? Давайте с вами через подсказки карт узнаем. И у нас первая колода – это карта Ленорман. Мы не будем задавать вопросом, позволим картам раскрыть те направления, которые будут для вас важны в эти 10 дней. И проясним несколько обстановку на картах Таро, узнаем, какова неожиданность, в чем ваши сильные позиции и по основным сферам жизни. Давайте приступим. Заключительный месяц для вас очень важный, потому что в самом конце месяца Уран выйдет из ретро-движения. И же в февраль-март у вас начнет проясняться какая-то обстановка больше. Но это не значит, что мы можем как расслабиться или какое-то решение придет окончательно. Тут может быть и решение, которого мы вовсе не ждем. И кто знает, может быть, в эти 10 дней заключительный какой-то аккорд мы и должны сделать. Вот давайте мы с вами узнаем, какие сферы жизни нам покажут карты Ленорман. И они нам больше о событиях, или это оракул Ленорман. С чем это может быть связано? Итак, события ближайшего будущего. Давайте узнаем. События ближайшего времени. События ближайших дней с 21 по 31 января. И колода Таро. Неожиданность будет наша первая карта. С чем это может быть связано? Какие неожиданности? С чем вы можете столкнуться? Что вам будет помогать, что вас будет радовать, в чем ваша сила или что получится осуществить? По основным сферам жизни мы смотрим: дела, работа, бизнес. Тут у кого-то документы, у кого-то учеба проиграется. Финансы, денежная энергетика. Что в личной жизни нам подскажут карты? И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, с 21 по 31 января. Карта метла. Но здесь буквально вымести все ненужное из своей жизни. Это где-то и, может быть, привести мысли в порядок определенно стоит. Есть то, что не может быть продолжено. И, скорее всего, вы четко будете видеть, какая сфера жизни и в каком контексте будет продолжаться развиваться. Или тот или иной вопрос, каким образом можно решить. Поэтому, когда выпадает эта карта, на чем-то не настаивайте. У нас предполагается число 11, поэтому есть какое-то взаимодействие у вас, сотрудничество. Ну, может быть, не пытаться где-то давить своим авторитетом, например, а скорее прислушаться к чему-то. Здесь ведь может человек видеть какой-то альтернативный вариант лучше, чем вы. Или он знать может какую-то конкретную обстановку лучше, чем вы. Поэтому примите как данность те события, как в обстоятельствах приходят к вам, в вашу жизнь или буквально на ваш порог. Мы чего-то не можем изменить. Нам приходится здесь себя менять. Но и карта тоже где-то говорит о том, что определенный период жизни для вас заканчивается. Может быть, как заканчивается ретро-уран. Давайте посмотрим. И по Луне, с одной стороны, в этом оракуле, это что-то, как, знаете, большое видится на расстоянии. Здесь могут у нас пройти важные переезды. Для кого-то из вас это рост вашей популярности. Именно здесь может проиграться личная жизнь, эмпатия, любовь, продолжение каких-то отношений. Вот такое тоже тут может проигрываться. Вопросы дома, вопросы жилища. Очень символично все то, что по Урану. Ведь это первое местонахождение, или где мы находимся, или собираемся находиться. У кого-то может быть в связи с переездом будут окончательно проясняться некоторые вопросы, позиции, оформляться документы, или вы что-то будете продолжать делать. Все то, что касается ваш дом, ваша семья, ваша личная жизнь. Скорее всего, именно по этому аркану. И правда, как ваши близкие или ваши партнерские отношения. У нас и 32, и 8, что немаловажно. Если мы перевернем эту цифру, это как лемниската. Что-то должно быть продолжено. Но вы пока еще в эти 10 дней не все видите моменты вот этого продолжения. Примите этого внимания. А еще карта говорит: удели как раз вопросам эмпатии, личной жизни, любви, внимания вашим близким. Прояви, если не заботу, то хотя бы лояльное какое-то свое отношение, доброту. Давайте посмотрим третью карту. Прекрасно. По аркану рыбы приходят деньги.
Ну и, кстати, переезды тоже. Мы знаем, что знак зодиака рыбы– это как две рыбы, которые плывут в разные стороны. Поэтому у кого-то просто мелкие переезды, передвижения, на путешествия по инстанциям, по чиновникам, какие-то согласования важных бумаг или решение вопросов с переездом, с переоформлением каким-то, или конкретно по деньгам. Может быть, это у кого-то отчетность, налоговая отчетность, самое разное, но все же деньги, безусловно, рыбы– это символ благополучия и денежного достатка. И именно еще в этой колоде оракула Ленорман у нас изображен корабль. Перемены сами по себе, мои дорогие. Но вы на пороге перемен, нам об этом тоже, посмотрите, две предыдущие карты сказали. И есть, видимо, как в отношениях или среди ваших близких, то, что вам дорого, любимо, то, что мы должны сохранять. Пусть вы сейчас, пока еще в эти 10 дней, не будете видеть стройной картины того, как будет продолжен тот или иной вопрос. Но из-за этого вам не должно помешать осуществить свое намерение. Быть готовым к тому, что вам придется корректировать свои планы. Все же метла у нас первая. Нам она говорит как раз: избавляйся от того, что не служит твоему прогрессу. Или на новый жизненный этап, он уже на пороге. Но то, что вы можете решить какие-то финансовые вопросы в последнюю декаду января, определенно точно. Финансы вас порадуют. Что же еще? И у кого-то решение вопросов личной жизни или партнерских отношений, потому что кольцо– это прочный союз, безусловно. Здесь что-то хорошее вы узнаете, или у вас сложится удачно как-то обстоятельства, или все же кольцо мы одеваем себе на палец, правда? Или кто-то одевает. То есть контакты с конкретным человеком, которые должны и могут быть, и перспективный, я бы сказала, вверху аркан Луна. Поэтому как и личная жизнь, так и финансы в центре вашего внимания, но все же корректировать планы приходится, потому что какая-то история подходит к концу. Что-то еще раз заново у вас уже не повторится. Давайте узнаем, что же нам по неожиданностям. Колесо фортуны. Этот аркан сам по себе неожиданности. И мы не должны чего-то упустить. Мы знаем, что колесо– это как штурвал, который мы, с одной стороны, должны держать ближе к центру, с другой стороны, колесо, любое колесо, а здесь нам обрисовывают как бы несколько даже колес, как бы несколько, 4 колеса, и это как 4 времени года или какой-то период цикличности. И всегда колесо идет сначала наверх, а потом неизбежно оно пойдет вниз, не теряя момент. Вот у вас будет какой-то очень удобный момент. Почему, может быть, первой выпадает метла и где-то так предвосхищает события и говорит, что ты, телец, не должен где-то видеть узкое направление. Смотри шире, горизонт для себя какой-то раскрывай. Потому что в данный период времени ты можешь и ошибаться. Тебе важно будет не упустить какой-то добрый момент, ведь колесо фортуны в этой колоде– это где-то карта, которая обрисовывает те события, именно неожиданные, которые потом в последующем как раз и ведут к получению желаемого или какому-то успеху, или завершению удачному завершению какого-либо дела. Поэтому тут, правда, для вас будет важно не упустить и адаптироваться, мои дорогие тельцы, организовать, может быть, себя на что-то. Наша девушка, изображенная на карте, обратите внимание, танцует, удерживая равновесие на одной ноге, и при этом она остается довольна. Да, балансировать вам придется. Об этом сразу карта говорит. И нам помогает в балансе, когда мы себя чувствуем налегке, когда нет давления в каких-то паттернах, шаблонах, когда мы себе не поставили «я должен» там или что-то подобное, когда с прежнего какая-то история, которая тянется, она вас словно клешнями может тоже удерживать. Быть более свободным, я бы сказала, свободным для того, чтобы суметь взять свою мечту или правильно провзаимодействовать с теми обстоятельствами, которые придут на ваш порог. В чем ваша сила, в чем ваш успех, что вам помогает? Ух ты! Но здесь карта императора. Вам конкретный человек может помогать. Да, он может выглядеть как несговорчивый император, с которым затруднен контакт, скажем так. Почему затруднен? Потому что он на своей волне.
С одной стороны, это сильные люди, которые либо имеют сферу влияния, либо могут что-то согласовать, решить, с кем-либо договориться, или буквально представитель закона, представитель власти, какой-то высокий чиновник. Мы на него не воздействуем, он все равно останется на своей волне. И вот это взаимодействие у нас в позиции, именно что вам помогает. Может быть, этот конкретный человек и помогает. Да, мы можем где-то негодовать, потому что мы с ним не согласны по некоторым вопросам, и тем не менее, контакты с ним нужно продолжать. Вы уже к чему-то приложили усилия, это точно. И теперь, с одной стороны, уважайте закон, какой-то порядок, вам это тоже будет помогать. И будьте готовы где-то к компромиссу, потому что это вам придется с этим императором общие точки взаимодействия находить. Но вы себе скажете спасибо, потому что, скорее всего, вот эти две карты может означать как кольцо прочный союз с таким человеком. Пусть он психологически достаточно сложный. И более того, кто-то решит вопросы по деньгам, может быть, это иногда банки проходят, банкиры, какие-то согласования. Или, может быть, вопросы, связанные с переездом. Тут, правда, вам кто-то помогает. Или вы сами правильно осуществляете какие-то беседы, разговоры, соглашения с людьми, которые наделены властью. Это в конечном итоге какой-то и будет очень хороший продукт. И я должна тогда сказать, у вас два старших аркана. Обстоятельства на вас в эти заключительные дни января будут вам как будто вас направлять, или, может быть, как оказия какая-то у вас получится. И тогда не нужно терять времени, а заниматься именно тем, что, может быть, само идет в руки, или что складывается наиболее удачно. Поэтому будьте готовы к компромиссу. Это будет вам помогать во всех отношениях. Дела, работа, бизнес. Есть желание, которое вы хотите осуществить. Посмотрите, еще один старший аркан. Когда выпадает аркан дьявола, это, с одной стороны, у нас достаточно будет физических сил для того, чтобы осуществить намерение, желание. У нас будет достаточно также и психологически, эмоциональных сил. Но это еще и карта зависимости, поэтому не пробуйте какую-то свою игру. Здесь нужно пройти вам, скорее всего, каким-то узким фарватером с учетом закона или каких-то правил, регулировок. Если вы надумаете где-то идти в обход, я не могу сказать, что у вас что-то получится, потому что любой аркан дьявола в любой колоде говорит о том, что ты помнишь, что любая игра, или ты можешь быть где-то самонадеянным, и ты пропустишь тот момент, когда игра закончилась и переходит в опасность. Поэтому здесь себе, безусловно, не навредить. Проходит и не самые полезные привычки, будем так говорить, и для кого-то это будет означать «не углубляйся в эти привычки», может быть и так, но, безусловно, ведь это еще и, опять же, деньги, это карта материализма. Поэтому тема денежная для вас будет в центре внимания. Может быть, откуда ко мне приходят деньги, или это связано с новыми системами взаиморасчета, или какой-то изменением концепции по поводу вашей деятельности, работы. И здесь не время для эмоций. Потому что когда эмоции, мы делаем что-то либо неправильно, либо чересчур. А здесь нужен рационализм. Финансы сами по себе. Праздник после победы. Четверка жезлов – это карта якоря у вас на финансы. Поэтому в целом финансовый, безусловно, именно этот период 10 дней, он у вас достаточно стабильный. Вы можете еще какие-то согласования делать или наперед для себя какую-то стратегию, тактику отстраивать. Я бы сказала, даже нужно. Потому что вот эта надежность и вот этот якорь, он должен быть продолжен на длительный период времени. Возможно, вам нужно что-то будет очень скрупулезно просчитать, мои дорогие тельцы, и не думать, что сегодняшняя ситуация продлится на какой-то дальнейший срок. Нам сказали, что деньги есть, деньги будут. Но вот эта стабильность по финансам, которая вам выпадает, она требует от нас скрупулезного внимания, чтобы этот праздник, он не был кратковременный, а продолжился на какое-то количество времени. У кого-то из вас по аркану дьявол
Вы можете быть трудоголиком в эти 10 дней, или много каких-то задач будет. И тогда все равно не слишком углубляйтесь, может быть, и в работу, мои дорогие тельцы. Почему? Для вас будет очень важна связь с внешними контактами или с какими-то обстоятельствами. Когда мы что-то делаем, опять же, чересчур, пусть и много работаем, мы тогда устаем. Да, сил как будто хватит у вас выдержать напряжение, но помните, уставшие люди делают ошибки. Поэтому какой-то баланс, я бы сказала, и по делам, и по деньгам вам держать придется. У вас складывается что-то хорошо. Вам кто-либо придет еще на помощь. Тут у каждого по-своему этот император проиграется. Тут как высшие силы пытаются вам помочь. Но есть и карта метла, которая нам говорит о завершении прежнего этапа жизни. Поэтому подразумевается какая-то перестройка. Значит, вот эта четверка жезлов или вот этот якорь и стабильность должен быть отстроен в новой концепции на февраль, а то и на март, и на последующий 2025 год. Нам всем придется себя и адаптировать к каким-то обстоятельствам, ну и организовывать жизнь в некотором ином контексте. 2025 год для всех знаков зодиака, для всех нас, мои дорогие, может быть как раз связан с многими неожиданностями. То, что мы думали прежде, этого не может быть. Не раз мы себе скажем, ну, елки-палки, а вот на самом деле никогда бы не подумал, а на самом деле это в моей жизни присутствует. Ладно, давайте что по личной жизни. Вот правда, мои дорогие тельцы, кто-то из вас ударится с головой в работу, в деньги, в заработки. И девятка жезлов у кого-то может быть даже по части личной жизни, может быть недопонимание, какая-то ссора была. По девятке жезлов, с одной стороны, это карта великой мощи, но это наши силы, которые мы думаем, куда применить. Может быть, вам захочется уединиться, вам захочется побыть где-то одному или одной для того, чтобы понять вообще, что происходит вокруг и что мне делать дальше. У кого-то банально, потому что девятка жезлов вроде как сил-то у нас достаточно. И 15-й аркан нам об этом в самом начале сказал, пусть на работу, на деньги, но старший аркан, он в целом обрисовывает ситуацию. И вот прежде чем приложить куда-то усилия, здесь нужно что-то просчитать или принять во внимание, что на меня активно влияют какие-то обстоятельства, но, может быть, где-то допустить момент неожиданности или момент внезапности и у себя самого спросить, хорошо, что я буду делать дальше? Потому что мы тут должны быть готовы к тому, чтобы и как что-то не упустить, так и себе не навредить, если нам буквально угрожает какая-то опасность или какая-то игра заканчивается, или правила этой игры тоже меняются. Будьте осторожны, решая вопросы по части личной жизни. И личная жизнь – это не обязательно любовь. У кого-то могут совпасть, здесь все-таки 9 жезлов, и ваш личный доход, и ваша личная деятельность, ваше личное творчество или ваш бизнес, к примеру, да. И я тогда могу предположить, что по девятке жезлов вам будут говорить о том, что, с одной стороны, телец, ты уже проделал очень большую работу. У тебя сейчас достаточно сильная позиция, но что-то продолжать наперед тебе придется в другом контексте. Может быть, пока еще некоторые вопросы решены, поэтому в чем-то не торопись. Не торопись, может быть, настаивать на своем. Или не торопись заявлять свои решения. Будь очень вдумчив, где-то продуман, не торопись, может быть, противоречить вот таким особам, которые находятся в энергии императора. Вам придется быть гибче, мои дорогие. Тельцы по части личной жизни тоже. Но кто знает, может быть и работа, и бизнес также. Давайте узнаем карту «Совет». В конечном итоге это благополучие, деньги, самодостаточность, это теплый уютный дом, может быть решение вопросов по части недвижимости, у кого-то поездки, у кого-то согласования, у кого-то переезды. Девятка чаш – это действительно карта и изобилия, и процветания, и получения как победы какой-то или важных решений, важного документа. Здесь правда, но это нужно сохранять. Мы не можем расслабиться, потому что само число 9,
оно предполагает перемены. И поэтому у вас, посмотрите, вот этот 10-дневный период, последней декады с 21 по 31 января, может быть связан получением, как я говорила, важных документов или каких-то согласований, что ознаменует как колесо фортуны перемены. И вам в эти 10 дней придется укрепить свое положение, и дальше и еще какие-то последуют перемены. У вас много будет в целом за 2025 год перемен в самых разных областях жизни. Вам, ну, наверное, будет правильным где-то не успокаиваться на достигнутом или принять ту концепцию, что в любой момент обстоятельства могут меняться, и вам от этого, или в зависимости от этого, вам придется корректировать свои намерения, цели, действия или взаимодействие с какими-то людьми. У вас словно будут помощники, мои дорогие тельцы, или будет круг ближайшего общения, и среди них обязательно будет как минимум одна персона, которая будет вам оказывать содействие или будет желать этого. Но мы ведь можем и сами отказаться, например, проявляет настойчивость, или говоря, что нет, тут будет или так, или никак. А вот тогда какой мы тут результат получим? Поэтому гибче быть придется, адаптивней быть придется, но что-то доброе и светлое пытается войти в вашу жизнь, во всех сферах жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.